Исторический день и разговоры о мире. Зеленский и команда европейских лидеров прилетели к Дональду Трампу. Дипломатия по-кремлевски. Накануне переговоров в Белом доме российская армия продолжает убивать мирных жителей. -1 генерал. Какая область стала опасной для российских военачальников? Второй фронт. Россия ударила по важному объекту Азербайджана. Как ответит Ильхам Алиев? В Думе что-то задумали. Известная сторонница Путина предложила россиянам не надеяться на пенсии. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Пока Трамп ждал Зеленского и большую команду европейских лидеров в Белом доме для переговоров о мире в Украине, в Москве и не думали приостанавливать агрессию. Российские дроны снова били по гражданскому населению. Одна из целей – Харьков. Они сюда ударили. Обычный жилой дом. Жилой дом с многоквартирный, с семьями, с детьми маленькими. Результат: 7 погибших. Среди них 1,5-годовая девочка. Не менее 17 ранены. Часть в тяжелом состоянии. В квартирах на 1-м, 3-м и 5-м этажах вспыхнули пожары, обрушились перекрытия. В общей сложности пострадали 6 домов и 15 автомобилей. Накануне вечером агрессоры нанесли баллистический удар и также по жилой застройке Харькова. Пострадали 11 человек, в том числе 13-летний ребенок. В 6 многоэтажных домах были выбиты окна. Схожая картина в Сумах. Взрывы и пожар в нежилом здании. По предварительным данным, обошлось без жертв. В Запорожье в результате российского удара погибло 3, 2 десятка были ранены. Сначала уламки летели, полетели уламки. Страшный выбух был. Потом мы выбежали с магазина. Вот Катя выбежала, говорит, блин, оттекаем. В результате атаки загорелись магазины, остановка общественного транспорта, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города. Сегодня один из самых тревожных, самых важных, а может и решающий день в истории войны в Украине. В Вашингтон для встречи с президентом США прибыл Владимир Зеленский и большая команда европейских лидеров. Накануне Дональд Трамп дал понять, разговор вряд ли будет простым. Пост хозяина Белого дома мгновенно взорвал инфополе. Президент Украины Зеленский может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все начиналось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой 12 лет назад без единого выстрела, и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются. На пост Трампа в Truth Social гость ответил в Telegram. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну, и мир должен быть долгосрочным. Не так, как это было в предыдущие годы, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока, часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Как пишет Financial Times, президент Украины готов только на приемлемый компромисс, а это фиксация границы вдоль нынешней линии фронта. По мнению источника издания в окружении Зеленского, это то, на что украинцы могли бы согласиться. В Вашингтоне Зеленский сначала встретится с Трампом, затем к ним присоединятся председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджиа Мелони, президент Финляндии Александр Стуб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Что ждете от этого дня? Верите ли, что мир близок? Пишите в комментариях. По зубам ли Кремлю Донбасс? Аналитики Американского института изучения войны поставили под сомнение громкие заявления Путина о неизбежном захвате всей Донецкой области. Эксперты напомнили, реальные кампании российской армии показывают совсем другое – затяжные, изнурительные бои без стремительных прорывов. Российским войскам понадобилось 26 месяцев, чтобы продвинуться примерно на 11 километров от западного Бахмута до западных окрестностей Часового Яра.
Не лучше для оккупантов выглядит и ситуация под Покровском. Российские войска безуспешно пытаются взять этот город с февраля 2024 года. Последние атаки северо-восточнее лишь подтверждают, быстро продавить укрепленные районы или города Россия не способна. Институт изучения войны отмечает, масштабные кампании 2024 и 2025 годов явно показывают, что мечты Кремля о скором контроле над Донбассом не более чем пропагандистские лозунги. Главное управление украинской разведки уволило еще одного генерала. Речь идет о российском военачальнике. Заместитель командующего группировкой «Север» Эседулла Абачев тяжело ранен в результате украинского удара. Возмездие настигло очередного высокопоставленного офицера в Курской области. Как заявляет ГУР, генерал-лейтенант попал под обстрел вместе с колонной российских военных на трассе Рыльск-Хомутовка. Абачева срочно эвакуировали военно-транспортным самолетом в Москву в госпиталь имени Вишневского. Врачи ампутировали ему руку и ногу. Дагестанские источники сообщают, что состояние генерала остается тяжелым, хотя и стабильным. Абачев уроженец Дагестана. Его имя теперь добавилось к списку высокопоставленных российских военных, выведенных из строя на приграничье. Напомним, в начале июля в Курской области погибли сразу два командира. Замглавкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков и командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин. Похоже, Курская область превращается в черную дыру для российской военной элиты. Москва нанесла очередной удар по Азербайджану и в очередной раз не прямо, а в Украине. В ночь на 18 августа Россия атаковала дронами еще и Одесскую область. Результат – мощное возгорание в пригороде. Горел объект топливной энергетической инфраструктуры и двухэтажное здание. Пламя тушили всем, что было под рукой. Более сотни спасателей, добровольцы, бойцы Нацгвардии, местные пожарные команды подключили даже пожарный поезд Укрзалезницы и пожарного робота. Телеграм-каналы пишут, что целью снова стала нефтебаза Сакар Энерджи, украинское подразделение государственной нефтяной компании Азербайджана. Официального подтверждения пока нет, но бывший замгенпрокурора Украины Гюндус Мамедов утверждает, удар пришелся именно по нефтяному терминалу Сакар. Это не случайность. Такие атаки можно квалифицировать как преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре Азербайджана в Украине. Они носят признаки военных преступлений. Поскольку Сакар является государственной компанией, Генеральная прокуратура Азербайджана имеет право возбудить уголовное дело в соответствии с принципом экстерриториальной юрисдикции. Важным шагом могло бы стать создание совместной международной следственной группы Украины и Азербайджаном для расследования этого инцидента. Это не первый удар по азербайджанской нефтегазовой инфраструктуре на территории Украины. Предыдущий Россия нанесла 8 августа, и он стал предметом обсуждения и осуждения в ходе телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым. По неофициальным данным, в ходе беседы президентов руководитель Азербайджана допустил снятие эмбарго на поставки оружия Киеву, а арсеналы Баку полны советских дальнобойных пушек, систем залпового огня, БТРов и прочих видов вооружений, которые не помешали бы ВСУ. Пассажирский Boeing 757 немецкой авиакомпании «Кондор», летевший с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, оказался в огненном капкане прямо в воздухе. На борту находились 273 пассажира и 8 членов экипажа. Вскоре после взлета в правом двигателе раздался хлопок и вспыхнуло пламя. Очевидцы говорят о ярком огне, который был виден с земли. Автоматическая система зафиксировала серьезную неисправность, и пилоты приняли решение немедленно садиться. Самолет экстренно приземлился в итальянском Бриндизи, примерно в 200 километрах от Корфу. Никто не пострадал, но пассажиры пережили минуты, которые многие назвали самыми длинными в жизни. Авиакомпания настаивает, это был не пожар, а кратковременный технический сбой, из-за которого появилось пламя. Но расследование уже началось. Специалисты проверяют двигатель и системы лайнера. В России снова спорят о пенсиях, и на этот раз в эпицентре скандала оказалась бывшая спортсменка и комсомолка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина. 75-летняя экс-фигуристка намекнула, россияне должны быть благодарны, что пенсии вообще есть. Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет.
Парламентарий от партии «Единая Россия», чьи дети и внуки давно выбрали для жизни США, упрекнула соотечественников. Мы все время спрашиваем, делает ли государство достаточно, а делает ли население столько, чтобы стране было комфортно обеспечивать хорошие пенсии. Это двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться. При этом сама депутат пожаловалась, что ее пенсия, как у нормального человека, меньше 30 тысяч рублей без индексации, потому что она работающий пенсионер. Правда, согласно декларации, ее официальный годовой доход, как минимум в 2021 году, превысил 11 миллионов рублей. Для сравнения, средняя пенсия в России на 1 апреля не дотягивала до 23,5 тысяч рублей. Почти 41 миллион человек живут на такие выплаты, и лишь треть из них продолжают работать. Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Напомним, пенсионная реформа Путина 2019 года подняла возраст выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Власти обещали, что выплаты вырастут, но, как показывают цифры, за первое полугодие текущего года пенсии увеличились всего на 273 рубля. Интересно, хватает? Пишите в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.